Друзья, в этом видеоуроке я вам сейчас покажу, какие инструменты требуются для рисования сухой кисти. И подробно расскажу и покажу, как ими работать. Покажу все как есть, без всяких прикрас. Вот это моя настоящая рабочая палитра, на которой я нарисовал очень много портретов, начиная с 2011 года. И я не собираюсь с ней расставаться, она вполне функциональна и она мне нравится. Вот так вот я, собственно, ей пользуюсь, приклеиваю кусочек той самой акварельной бумаги, на которой рисую, с фактуры скорлупы. А вот краска сажа газовая. Мне нравится фирма Sonnet. Она, собственно, и есть самое главное. Еще немножко я использую белую краску, но совсем редко, где-нибудь в глазах, может быть, точки какие-то, блики поставить. Вот эта краска у меня тоже с 2011 года и до сих пор еще не кончилась. Я нарисовал, наверное, не знаю, может быть, 1000 портретов. И она вполне пригодна. И второй компонент – это масло. Можно, в принципе, использовать и льняное масло, но очень-очень осторожно. Дело в том, что льняное масло, оно со временем, оно и на картинах маслом тоже желтеет. И, соответственно, краски тоже желтеют, растворенные в этом масле. Вот. И когда вы мучились и добивались какого-то цвета, со временем льняное масло все это дело делает более желтым. С более желтым оттенком становятся цвета. Но его можно высветлить, поставить на солнышко в пузырьке в прозрачном. Ну, там постоит пару недель, и оно обесцветится и тоже станет светлым. Ну, я, собственно, использую сразу светлое масло, это софлоровое. Итак, вот такие большие кисточки, это флейцы, так называемые. Чуть позже я покажу, чем я их заменил. Дело в том, что они очень недолговечны и быстро портятся. Ну, одной кисточки мне хватает, портретов, наверное, на 4-5, в зависимости от интенсивности использования. И после третьей-четвертой мойки кисточки начинают оставлять катушки на бумаге при растирании. И, в общем, их можно будет использовать, но очень сложно и очень осторожно нужно растирать краску много-много на палитре. А вот эти кисточки Манеж, я их давно использую. Это классные, отличные кисточки, шикарного качества, очень долговечные. Даже когда они утратили свою первоначальную форму, они продолжают рисовать, но немного для других уже моментов использовать более тонкие вещи не получится. Вот такая кисточка тоже с полукруглой формой. Сейчас уже не помню, по-моему, галерея фирма называется. Вот. Все эти кисточки не из дешевых. Не знаю, на какой момент времени вы смотрите это видео. Но на тот момент, когда я его снимал, эти кисточки стоили в районе по 300 рублей. 300, даже 500. Эти кисточки поменьше размером, того же назначения. И дальше пошли у нас кисточки маленького размера. Раньше я использовал кисточки Sonnet. Вот, но куда-то они делись из продажи, что-то с ними случилось. Поэтому можете вот использовать вот такие. Вот они вполне функционируют не хуже, чем сонетовские. Но, по-моему, по ощущениям немножечко меньше. Как-то мне запомнилось, что сонетовские двоечка и четверочка такие вот долгожители были. Со временем загнувшиеся волоски на кисточке я подстригаю, и таким образом она у меня приходит в негодность. Выпрямить их просто невозможно. Вот так, собственно, я
набираю краску. Сначала я смачиваю кисточку, тщательно распределяю по ее ворсу масло, так чтобы кисточка была смазана, но практически не оставляла след на бумаге. Можно сказать, вообще не оставляла. Для чего это делается? Для того, чтобы когда мы будем набирать краску масляную, она уже будет контактировать не непосредственно с волосками кисточки, а все-таки с маслом, но держась на волосках. То есть кисточка контролирует поведение краски, но в то же время эта краска равномерно отдает себя на поверхность акварельной бумаги. Вот сначала она вот так пачкает. Для этого, собственно, нам и нужен кусочек бумаги на нашей палитре. Вот, кстати, немного отвлекусь. Смотрите, наша кисточка оставляет в некоторых местах полосочки. Вот такие полосочки остаются после того, если есть какая-то грязь. Ну, может быть, крошки от ластика, какие-то комочки или какие-то вот мелкие песчинки. Вот, если мы не очистим поверхность от них, то может быть вот такой неприятный сюрприз, особенно если мы рисуем лицо. Вот посмотрите, слева направо. Сначала у нас кисточка буквально красила краской, потом постепенно начала неравномерными пятнами, но уже более прозрачное пятно оставлять. А сейчас вот видите, в конце оно практически светлое. Если мы поработаем кисточкой какое-то время, она распределится краска по ней еще более равномерно, и кисточка начнет рисовать более равномерно. Это принцип. А теперь посмотрите, как можно сделать тонкие полоски. Вот я взял, немножечко намочил маслом, теперь в краску. Видите, она прям жирно пишет. Вот почему я использую плоские кисточки. Если мы смочим еще сильнее, то мы можем рисовать очень длинные волоски. Но имейте в виду, такую возможность кисточки можно использовать лишь в конце, когда уже не нужно работать ластиком. То есть после его работы, когда он полностью свою работу использует, потому что ластик такую краску уже не сотрет. Эту же кисточку можно вытереть ветошью, и посмотрите, она тоже умеет делать облака, она тоже умеет тушевать. Красит, тушует. Вот, собственно, принцип, как работает эта техника сухой кисти. Ну, давайте что-нибудь нарисуем. Какой-нибудь маленький зрачок. Вот здесь мы используем полную черноту краски. То есть кисточка была загружена максимально. Мы отдали эту краску на самое темное место нашего зрачка. Остатки нам позволяют сделать радужную оболочку. И теперь она у нас начинает тушевать. Часто при рисовании портрета я очень рационально стараюсь использовать время. И когда мне нужно идти от темного к светлому, это, конечно, правильно. Но со временем я стал
скажем так, проще к этому относиться. Я как бы придерживаюсь этого правила. Сначала самые-самые темные места на всей поверхности изображения, портрета, картины. По идее так надо делать, но дело в том, что кисточка сначала рисует очень черным цветом, потом краска начинает кончаться, и кисточка уже рисует светлым, и я снова набираю черную, чтобы рисовать черным. Но можно же продолжить этот ресурс кисточки. Пусть она рисует слабо, а я нарисую более светлые моменты. Таким образом, одной загрузки мне хватает на больше времени, на больше, скажем так, площади, которую я могу прорисовать. Вот. Чем меньше я отвлекаюсь на палитру, тем больше времени я уделяю самому портрету. Вот примерно такой принцип я использую. Ну вот кисточка, я ей вообще редко пользуюсь, вот только для таких случаев. Зайдет любая перьевая кисточка, она абсолютно круглая, мне нужен просто острый кончик. Кстати, в материалах кисточек, кисточки я использую синтетические, нейлоновые, и вот из больших это щетина. Да, вот самый главный рисовальщик в наших инструментах — это ластик. Сейчас я продемонстрирую, как он работает. Вот на такой фирме я остановился. Если увидите, покупайте. Много других тоже подходит, но конкретно это подходит точно. Самое главное, чтобы кисточка не была деревянной. Я ее разрезаю на две части. И потом получается у меня две резинки из одной. Хватает мне ее, я не знаю, в чем измерить, а по времени там сколько-то недель, наверное. Но правильно будет сказать, наверное, на сколько портретов хватает. Ну, скажем, если портреты, где много-много рисовать волосы приходится, там ее хватает, наверное, портретов на... ну их две. Вот каждая из них хватает портретов, наверное, на 5, на 6, на 7, может быть. Зависит от сложности. Вот так разрезаем. И затачиваем с каждой стороны. Видите, как она должна быть? Вот этот инструмент тоже постоянно нужен. То есть вы его будете использовать на каждом портрете, так как вы на каждом портрете работаете ластиком. Как только он у вас загрязнился, вы его слегка подтачиваете и таким образом стачиваете грязь, краску, которая испачкала наш ластик. Вот по такому принципу это делается. Смотрите, у нас остается такая стружка. На портретах она тоже во время рисования присутствует. От нее нужно сразу избавляться, чтобы не осталось никаких полосок при растушевках. Кстати, никогда не используйте пальцы для того, чтобы стряхнуть вот эти вот крошки. Потому что очень часто можете размазать краску. Видите, как она аккуратненько работает. Кстати, ластик может рисовать и очень толстые линии, широкие. Вот, кстати, чем я стряхиваю эти крошки. Любая какая-нибудь большая кисточка подойдет. Смотрите, если мы будем менять угол кисточки, простите, ластика. Видите, сразу испачкала. Если мы поставим перпендикулярно вот так, или вот так вот под 45, у нас будут разной ширины полосы. Смотрите.
Видите, как тоненько. Меняем угол. Буквально немножко. Видите, широко. И еще шире. И также на рисование ластиком по темной поверхности влияет нажим ластика на поверхность. Посмотрите, какие разные линии. Вот эти вот уже не сотрешь, потому что масло с краской, ну я говорил об этом, немножечко только сотрет, но какие-то вот рисунки точные вот на такой поверхности уже не сделаешь. Только вот если слегка у нас, ну вот на примере, где я стирал, вот так стирает. Если очень сильно смочена кисточка маслом с краской, то она, конечно, оставит след, ластик, но на 99%, как здесь, она не сотрет никогда. Вот пошире полосы, поуже. Чем же я мою кисточки? Сейчас покажу. Вот тот самый разбавитель номер 2, который вы наверняка много раз встречали в художественном магазине. Это состав его White Spirit, но это не такой White Spirit, который продается в больших бутылках. И второй у нас разбавитель номер 4, им тоже можно мыть кисточки. Состав это пенен. Я его использую для того, чтобы сделать тройник, когда пишу маслом на холсте. Свойство его как бы пластификатор, но сейчас не об этом. Про мытье кисточек он в принципе подходит, но мне больше нравится второй, ну, разбавитель номер 2, вот этот вот White Spirit. Почему? Потому что когда я помою несколько кисточек, выберите какую-нибудь баночку для этого, вы там помоете, и краска оседает на дне. И если аккуратно слить этот разбавитель номер 2 в другую емкость, вся эта краска аккуратненько останется на дне, и вы ее можете удалить какой-нибудь тряпочкой. И этот разбавитель можете использовать до тех пор, пока он у вас весь не кончится. А разбавитель номер 4 очень плохо дает осадок краски. А вот те самые флейцы, которые я заменил вот такой вот кисточкой строительной. Красная кисточка. Это та, которую я приобрел, ну, скажем так, в хозяйственном магазине. Цена ее совсем смешная. Покупал ее в магазине Оби, кажется, да. И стоила она там 30 рублей. Функцию она свою выполняет точно так же. Еще и производительность гораздо больше. Эту кисточку я покупал, ну, она в школьных товарах даже продается, в канцелярских товарах. Я непосредственно в офис магии ее брал. Стоит она совсем дешево, вот в сравнении с этими. И я ее взял попробовать, и как оказалось, она функционирует уже даже после 3 портретов. Итак, все, что нам необходимо для рисования портретов. Сейчас все покажу, уберу лишнее. В общем, если по размерам вот эти плоские синтетические или нейлоновые кисточки, второй, 4 номер, это основные для прорисовочек глаз, губки, зубки, в общем, какие-то мелкие детальки. Вот. И следующая чуть больше, она уже для более таких вот больших участков. Вот сейчас я отделю непосредственно то, что нужно для рисования. Достаточный, скажем так, набор, который позволит нарисовать любой сложности портрет. Ну, скажем так, стандартный портрет любой сложности.
То есть кисточки поменьше, кисточки немножко побольше размером. И совсем большая у нас еще есть кисточка. Вот эта кисточка, кстати, щетина, она тоже не особо дорогая и продается в сети магазинов Office Mart. Ну и, конечно, вот эта вот кисточка, которая очень редко нужна, но все-таки нужна. Ее, кстати, можно заменить. Ну, например, черенком кисточки, если он у вас заостренный, можно аккуратненько макнуть в краску и поставить эти белые точки, блики в глазах. Сейчас я хочу выделить то, что действительно нам необходимо для рисования. Про бумагу хочу сразу сказать. Бумага акварельная, фактура скорлупа. Я использовал другие, эффект тот. Более-менее подходит, если нету другой в магазинах. Фактура холста есть еще. Но она как-то грубоватый на ней портрет получается, более такие брутальные, что ли. А вот на этой поверхности очень нежно. Да, вот еще инструмент у нас мастихин. Такой вот мастерок для художника. Ну, просто он нужен для того, чтобы хотя бы почистить от краски нашу палитру. Ну, конечно, вот куда без этих крышечек. Вот, собственно, все, что необходимо. Две кисточки поменьше, две кисточки средние и пару больших. Ластик, краска. Вот еще раз. Так выглядит ластик, который я приобретаю. Если вы не найдете такой фирмы, возьмите 5-6 разных ластиков. 2-3 из них, скорее всего, будут подходить для работы. Ну вот и все. Спасибо за внимание.